Позавчера по сети разошлась прослушка телефонного разговора между, как утверждается, продюсером Иосифом Пригожиным и миллиардером Фархадом Ахмедовым. Содержание их разговора таково, что на его фоне бледнеют самые резкие высказывания самых радикальных оппонентов режима. Куда уж нам до этого? Собеседники кроют Путина и его ближайшее окружение распоследними словами. Говорят не как миллиардер и продюсер, а как два мужика в гараже. Не, он не спасет, это за все он отвечает. У нас республика, федерация, президентская страна, президент за все, ответит. За все. С него спросит. Фархад, то, что они страну проебали, это даже можешь не сомневаться, блядь. За получасовой разговор собеседники умудряются слить все на свете. Начинается он с обсуждения грызни, царящей в той части властной структуры, которая отвечает за войну. По версии Пригожина, Сечин, Лавров и Золотов объединились в своем намерении снести Шойгу и скинуть на него ответственность за провал войны. Но момент для этого сейчас неподходящий. Сейчас идет накопление. Слушай, они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов. Они меня обвиняют во всем Шойгу, называют его долбоебом за глаза, естественно. И у них задача его снести была. Но сейчас они это не делают. Накопительный момент. Да, ну потому что на кого-то надо списать. Слушай, Чемизов играет, сука, здесь в гольф, блядь, и ему похую. Он отвечает за ВПК, блядь. Он, блядь, сука, они самые охуевшие люди. В тех же предложениях Пригожин сразу называет де-факто всю российскую верхушку не иначе как подонками. Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, блядь. Оказывается вдруг, что вся страна развалена и лишена будущего. Все разворовано. Все думали, что хотя бы армии нет. Ну и армия тоже. Все сектора обосрали. Ни одного. Он говорил, что все, ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет. Ситуацию они, говорит, просрали. Страну просрали. И все просрали. Ситуацию они просрали, страну они просрали. Все они просрали. Да, все, да. Что они просрали? Оказывается, 20 лет нефтяного дождя можно было использовать на благо страны и изменить ее на глазах. Но все порушили, и виноват в этом, как вы думаете, кто? Лично Путин! Он за все ответит! Столько лет, 22 года. Страну можно было. За 30 лет Дубай построили, блядь. Дубай за 30 лет построили. За 40, да, 40 лет. 40 лет, блядь. Можно было бы страну сделать. Сука. Все он просрал. За то, что начал войну и обосрался, так прямо говорят. Не просто причем обосрался, а обосрался креативно, 95-му кварталу проиграл. У страны теперь нет будущего, и ни у кого теперь нет будущего, а жить надо так. Сидеть тихо и держаться подальше от Москвы, но поближе к Дубаю и Мальдивам. Все потихоньку перебираются и семьи перевозят. Ну как так, я не знаю. Начать, не закончить. Обосраться, зачем начать было? Они креативно, они проиграли кварталу 95, блядь. Это надолго, к сожалению, это надолго. Он назад не пойдет, вперед не может. Он будет вот так вот, там грызня, это тараканы, блядь, в стакане, они друг друга уже грызут. Почаще на Малдивы, в Дубай, там, не знаю, на Алтай, на Байкал, там, куда хочешь. Ну, от этой Москвы, блядь, дальше. Все недовольны, все в депрессии, большие начальники не смеют между собой говорить и приходят изливать душу. И думают все о том же, что вокруг развал и катастрофа. Выливает душу, все это грязь, блядь. Слышишь, понимаешь? Они недовольны. Надо выговориться. Там у себя ничего не могут они. Да, они недовольны тем, что им жизни дали. Они забыли вообще, они оборзевшие. Вот в чем трагедия. Оборзевшие, понимаешь? Давайте для начала ответим на вопрос, фейк перед нами или нет. Нет, перед нами не фейк. Современные технологии могут многое, но пока вряд ли они смогут сымитировать этот ни с чем не сравнимый душевно-понебратский стиль с матерной руганью в роли междометий. Все эти забористые фразочки, характерные для выросших в СССР и разбогатевших в 90-е, совершенно четкие детали и имена, неподдельные эмоции. Пустышка, блядь. Закомплексован и этот, и второй лилипуты, блядь. Недоросшие, закомплексованные, блядь. Ненавидят, силовики все их ненавидят, блядь. Ну просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь. Чем это кончится, блядь?
и как все это разгребывать, потом, блядь. В теории, конечно, это могла бы быть феноменально талантливая фальшивка, которая выполнена никакой не нейросетью, а человеком, максимально погруженным в эту среду. Да еще и с идеальным подбором актеров с очень похожими голосами. Но нет, конечно, на самом деле перед нами реальный разговор между Ахмедовым и Иосифом Пригожиным. И, кстати, что сам Пригожин частично подтвердил, выпустив ролик с опровержением. Из-за фальшивок люди не бледнеют, не заикаются, не глотают слова. Так ведут себя люди, которых поймали на чем-то плохом, очень-очень плохом, убийственно плохом. В своем видео Пригожин похож на школьника, которого охрана магазина поймал на рамке. Опровержение столь же убедительно, как слова школьника, что сникерс ему в карман с полки сам свалился. Конечно же, этот факт носит неприятный характер, что мой голос гуляет по интернету. Но хочу сказать, что этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Чуть позже вышло развернутое интервью в Фонтанке, где Пригожин уже совсем не столь четко отрицает факт разговора и даже скорее подтверждает подлинность записи очень запутанными и витиеватыми формулировками. Мол, есть же частная жизнь, вообще. Можем ли мы вынести из этого слива нечто по существу? Еще как можем. Пусть мы не узнали ничего нового, но разом подтвердили многие свои гипотезы. Не надо воспринимать опубликованный разговор как трёп двух частных лиц. Заметно, что они не Америку друг другу открывают, что это общее настроение их круга. Что если бы мы взяли любую другую пару собеседников, министров, олигархов, депутатов, губернаторов, то услышали бы плюс-минус то же самое. Российская элита прекрасно отдает себе отчет в том, что происходит. Не нужно думать, будто там все сошли с ума и оторвались от реальности. Равно как не нужно сколько-то всерьез относиться к тому, что эти люди говорят публично. Публичные их разговоры стоят ровно столько же, сколько цифры поддержки в соцопросах про войну. Да, они живут в ливком ужасе, боятся собственной тени, пребывают в режиме ожидания и обреченно смотрят на события, которые они не в состоянии изменить. Да, так же, как и большинство рядовых граждан, они предпочли затихариться и просто постараться выжить. Просто дождаться, как, когда и чем все это закончится. И при этом остаться на свободе целыми и невредимыми. И в целом это отличная новость. Очень хорошо, что население высших этажей российской социальной иерархии имеет контакт с реальностью. Что если и есть там откровенное сумасшествие, то оно локализовано персонально в Путине и в нескольких его ближайших подручных из Совбеза. Главное настроение разговора – безысходность. Собеседники прекрасно понимают, что человек, на которого вся российская элита поставила все – свои карьеры, состояние и в конечном итоге жизнь. Человек этот засунул голову туда, куда не пролазит задница. Что он не может идти вперед, но вылезти тоже не может. А значит, ситуация будет непредсказуемо ухудшаться, и в том числе и лично для них. Ты знаешь, вот когда ты по санкциям, Йоська, вот запомни это, не дай бог попасть под санкцию. Если попал, это одна проблема. Если нарушил, попытался нарушить санкции, то уже стократно тебе хуже делается. Они все это мониторят, все движения. На всех есть картотека, на всех нас у них есть картотека. Чем мы владеем, где. Ну, просто нажимает кнопку, блядь, пиздец, все. Заблокировано, заморожено. Откуда прилетит, совершенно непонятно. Все они сейчас между молотом и наковальней. За границей у них санкции, а дома не дремлют родные менты, чекисты, партнеры и конкуренты. При Путине война не закончится, а пока она идет, наступление больших проблем для этих людей – лишь вопрос времени. Что режим может этим людям предложить взамен? Ярмарку освоения государственного бабла без счета? Это дело хорошее, но желающих осваивать много, а на всех не хватит. Драка за эти деньги будет кровавой. Эти милые люди и в мирное это время поедали друг друга так, что за ушами трещало. Что начнется, когда количество бабла станет уменьшаться, а количество претендентов на него расти? Одному богу известно, может быть. Народец попроще из элиты приближенных, конечно, сейчас пребывает в мародерском азарте. Черт его знает, что будет завтра, карманы нужно успеть набить сегодня. Но люди, умеющие выстраивать причинно-следственные связи, понимают, когда пираньи пожирают тушку российского государства, не место и не время совать руки в самое месиво. Да, есть те, кто вроде бы поймал бога за бороду.
Они решили, что на восстановлении Мариуполя и гособоронзаказе заработают больше денег, чем ЦБ способен напечатать. Только вот эти люди в очень короткой перспективе начнут уезжать в СИЗО в лучшем случае, как украинские шпионы, или вообще случайно выпадать из окон. Но даже если получится наворовать, в процессе не оказавшись в могиле или в тюрьме, то что толку? Ты чего, в банке будешь это бабло закатывать и рассолом заливать? В безопасную юрисдикцию ты его не выведешь, недвижимость европейскую не купишь, образование детям не оплатишь. Даже если ты формально не под санкциями. Мы же слышим это из разговора, что вот все они все понимают, что санкции только вопрос времени для них. Все там будут. Не в первом пакете, так в пятом. Не в пятом, так в 25-м. Быть сегодня частью российской элиты, быть аффилированным с Путиным, это все равно, что переходить дорогу только на красный свет. В первый раз не собьют, во второй вернешься, но рано или поздно это закончится плохо. Причем внезапно плохо. Ты не будешь к этому готов. Ты не успеешь ничего продать и вывести деньги. Тебя просто выключат одной кнопкой. Одним прекрасным утром ты откроешь интернет и из новостей узнаешь, что нет у тебя больше ни шиша. Дома арестованы, карточки заблокированы, все контрагенты от тебя отказались, потому что даже за аренду машины взять с тебя 100 евро они больше не смогут. Да не, ну это вопрос не в этом. Я даже, блядь, гостиницу не могу платить. У меня кредит-карты нихуя нет. Это надо кэшем, блядь, свозить туда. Ну так, я же под санкциями, о чем ты говоришь? Деньги есть, не можешь тратить. Это совершенно безвыходная ситуация. Ты сидишь и ждешь чего-то плохого. По идее, политическая, финансовая, медийная элита – это люди, способные влиять на принятие решений, они же на то и элита. Это и, собственно, это влияние и делает их элитой, а не деньги, ресурсы и узнаваемость сами по себе, влияние. Но в нашей реальности они находятся в фантастически униженном и беспомощном состоянии. Они просто пассажиры самолета, который несется в бездну, а пилота, сидящего за бронированной дверью, никак не остановить. Они не то что на политику влиять не могут, они даже над своей жизнью не властны. Если задуматься, это ж абсурд. Два немолодых, успешных, богатых человека могут жаловаться друг другу на несправедливость бытия и крыть, на чем свет стоит вождя и его свиту, только в приватном разговоре. С точки зрения способности влиять на ситуацию, российская элита ничем не отличается от провинциальных слесарей, полушепотом обсуждающих политику на кухне. У меня возможности влияния намного больше, чем у них. И ведь сейчас они будут трястись еще больше. Каждый понимает, Иосифу Пригожину и Ахметову просто сильно не повезло, что слили именно их разговор. Но таких задушевных бесед у каждого наговорено на бассейн чистого новичка. Каждый мог оказаться на месте Пригожина. Их уже записали, и аудиофайлы где-то лежат и ждут подходящего момента для публикации. Или их прослушивают прямо сию секунду. Что случится завтра? Какой еще заковыристый эвфемизм про Путина станет достоянием широкой публики? Пишут ли у них телефоны в любой момент, когда они лежат рядом с ними? А обедают в ресторане, когда чайник, не пишут ли случайно? Ведь и такое бывало. Как жить-то? Силовики роют землю в поисках врагов, украинские спецслужбы перехватывают разговоры, все везде течет. Любое слово может стать публичным, в любой момент наложат санкции. И это все на фоне войны, которая идет в никуда. Такая жизнь сведет с ума кого угодно. О чем нам все это говорит? О том, что удивительным образом эта война стала великим уравнителем. Элиты и общество оказались в совершенно одинаковых условиях. В условиях непредсказуемых рисков, коих невозможно избежать. В ситуации, где нет правильного и безопасного поведения. И ведут они себя совершенно одинаково. Молчат в тряпочку, сохраняют внешнюю лояльность, но чем дальше, тем больше впадают в отчаяние. Одна из самых характерных фраз Пригожина – слова о том, что вот еще пару лет надо поработать, а потом все продать и сваливать потихоньку. О будущем в России никто уже и не фантазирует. Все пытаются просто нащупать предел. Сколько еще можно тут зарабатывать, пока не станет опасно уже физически? Россия стала страной Шрёдингера. Все стремятся открыть коробку за минуту до того, как кот сдохнет, но никто не в состоянии прогнозировать, когда именно это случится. Когда настанет тот волшебный момент, что ты уже все сделал и заработал, но наручники на тебя еще не надели. Из описания ситуации может показаться, что все эти граждане сейчас пойдут Путина свергать. Что невозможно постоянно находиться в настолько унизительной, неопределенной, опасной со всех сторон ситуации. К сожалению, это не так.
Помимо всего прочего, мы видим людей до предела запуганных. Ну, посмотрите первое видео с оправданиями, которое выпустил Иосиф Пригожин. Он там разве что сознание не потерял в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, не тиражируйте эту фальшивую аудиозапись. Не делайте из этого никакой сенсации. Мне это, конечно же, неприятно, но факт остается фактом. Это не имеет ко мне никакого отношения. Еще раз. Владимир Путин не просто так 20 лет обкладывал себя эшелонами охраны с одной стороны, а с другой стороны зачищал российскую элиту ото всех, кто был способен хоть на что-то, похожее на заговор. Пригожин тут не исключение. Все, кто мог бы в такой ситуации говорить членораздельно, не бледнеть и не заикаться, уже давно либо в тюрьме, либо за границей, либо в могиле. С другой стороны, при всей трусости участников системы, они уже достаточно осмелели, чтобы прямо по телефону между собой макать Путина в нечистоты, чтобы бить по самым больным его местам, по его физическим комплексам. И по тому простому факту, что войну он проигрывает не мифической Америке, но тому человеку, которого иначе как клоуном в российской верхушке не называли. Сатаной Путина обозвать полбеды, но сказать, что он войну слил 95-му кварталу, это отношение вполне определенное, как к никчемышу. Российские элиты, во-первых, живут в страхе, а во-вторых, источник этого страха считают слабым неудачником. А меньше чем через год как раз этому сообществу предстоит провести Путина через выборы. Купить Путина еще на 6 лет. Еще 6 лет вот такой жизни. Жизни, которую уже сейчас терпеть невыносимо. Точнее даже так, выносимо, если представить, что этого будет какой-то конец. Но жить в вечной неопределенности совершенно невозможно. Меньше чем через год все эти люди должны не Путина народу продать, они должны себе продать идею, что хотят еще 6 таких же лет без очевидного шанса что-то изменить. Остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы нахуй. Все равно страну отдал, считай. Отдал он ее нахуй, никуда мы не денемся. Нас отъебут, у нас вариантов нет никаких, То есть, даже если он отъебет и нажмет на кнопку, будущего в этом раскладе у целой нации нихуя нет. Вот и все. Он нас всех выебал в рот, Да, это да. Это разговор не о судьбах Родины. Людей, которыми ими бы интересовались, в элитах давно не осталось. Это вопрос о собственной жизни самых богатых и влиятельных людей страны, об их семьях и детях. А выборы в условиях войны – это единственный момент, когда система достаточно слаба и готова к переменам. Момент, когда перемены можно совершить, минуя силовой переворот. Прогнозировать хоть что-то в текущих обстоятельствах занятие бессмысленное и малопочтенное. Но сложно представить продолжение политического режима, который стал вреден для всех, который гражданам предлагает погибнуть на войне, а элитам в страхе прислушиваться к шагам на лестнице, потому что очередной разговор слили и за тобой уже пришли. Мы понимали настроение в элитах, теперь мы их слышим. Я знаю, что многие люди из российских элит меня смотрят. Я не буду повторять банальную мысль, что вся проблема в Путине, вы, конечно, это и так знаете. Но вот что я хочу сказать сегодня. Вам могло показаться, что подобным образом думаете только вы или ваше окружение, что большая часть элит, которая с вами не пересекается, думает иначе, очень лояльно, находится в имперском угаре и вообще очень рада. Но нет, на самом деле ситуация иная. Так думают все. И военные, и ФСБшники, и полицейские, и олигархи, и телевизионщики, и депутаты, и продюсеры, и министры. Все понимают то, что происходит. Все понимают, что война безумна и ведет страну в пропасть, причем как страну в целом, так и каждого персонально. Пока, возможно, с этим знанием ничего нельзя сделать, но не нужно обманываться, все понимают. До завтра.